Добрый день, дорогие друзья. И снова новая неделя, и снова новое шоу, и дил-шоу. Сегодня у нас очень известный гость, но мы с ним будем говорить о новой совершенно теме, о том, мне кажется, о чем в группах еще ни разу не говорили, ну или говорили так, вот знаете, немножко отдаленно. Это Алексей Никулин, специалист по опту, много миллионов, много компаний, ну и так далее. Я правильно говорю, Алексей? Да, все верно. Перед тем, как мы начнем, у нас есть несколько важных объявлений. Первое объявление. Разумеется, если у вас есть компания в США, и вам сейчас пришел период годовых отчетов, вы можете обращаться к нам. Мы это делаем профессионально. У нас больше 300 компаний на обслуживании, лицензированный CPA и так далее, так далее, так далее. Поэтому все ссылочки в описании. Пишите мне в личку, в Телеграме, в Фейсбуке, на сайте. Везде поможем, везде поможем. Вот, но самое интересное сегодня, о чем мы будем говорить, и это будет маркетинг в области опта. Маркетинг в опте – это интересная история, и если вот мы сейчас буквально придумали эту историю, придумали эту фишку прямо вот перед выпуском, Алексей готов сегодня или завтра любому из вас, кто хочет, сделать индивидуальную консультацию по опту на американском Амазоне. Но здесь есть один маленький нюанс. Если вы напишите какой-то интересный комментарий, интересный вопрос или интересное сообщение прямо вот здесь, вот там, где вы нас видите, напомню, что мы выходим в 7 сообществах в Фейсбуке и один на Ютубе. Нас смотрят потенциально больше 60 тысяч человек в записи, но сейчас нас смотрят в онлайне уже 25, и люди продолжают подключаться уже 30. Поэтому, если, еще раз повторюсь, если у вас есть какой-то вопрос или какой-то интересный комментарий, вы напишите непосредственно под этим видео, мы его увидим, мы его непосредственно выведем сюда на экран, и в конце этого шоу, буквально там через 45-50 минут, мы примем решение, Алексей примет решение, кому он сделает бесплатную консультацию от амазонщика, от миллионера, от человека, который добился серьезных успехов в области wholesale на Амазоне. Поэтому я, наверное, все сказал. Будем начинать. Окей? Да, Алексей? Да, так? погнали. Хорошо. Давай тогда начнем с того, что когда я размышлял о том, о чем мы будем сейчас вот говорить, понятно, да, то есть есть стратегия, когда мы продвигаем товары в свои. То есть у тебя есть PL свой, ты там делаешь упаковку, разрабатываешь маркетинг-план, строишь стратегию. У меня был один из спикеров, который рассказывал про то, как строить философию бренда, и вот это вот все, ну, то есть дальше с блогерами, реклама и так далее. Но в чем принципиальное различие твоего бизнеса? То, когда ты продаешь не свои товары, а когда ты продаешь товары от как дистрибьютор или там, ну, то есть чужие товары, те, кто-то изобрел. В чем принципиальное различие и на что здесь с чего ты здесь начинаешь? Ну, смотри, мы продаем чужие товары, да, и мы столкнулись сейчас с одной ситуацией, когда бренды достаточно хорошие и известные в Америке продаются не очень хорошо на Амазоне. Ну, или у них есть пул, так скажем, там товаров, да, которые хорошо продается, и основная масса товаров, которые продается плохо или вообще никак. Да, и, соответственно, почему такое случается? Если мы посмотрим на листинги ребят, которые занимаются PL, да, это вылизанные фотографии, инфографика на фото, классное описание, плюс контент, все, что можно, да, как бы все сделано. Вот. И посмотреть на листинги крупных брендов, да, на них иногда страшно смотреть. Какая-нибудь фотография из стока, вот, хорошо, если их там несколько, или они хотя бы отличаются, да, потому что бывает так, что на одном листинге там Amazon требует какое-то количество фотографий, да, загрузить. Ну, взяли одинаковую фотографию, там 3 раза загрузили, в принципе, и окей, пошло, оно как бы нормально абсолютно. Вот. Информации практически о товаре ноль, описания никакого нету, как бы что смогли, дернули с сайта, да, и поставили. Ну, и оно продается, да, потому что здесь в основном продает как бы маркетинг самого бренда. Да, у него есть достаточно большая активность, скорее всего, как в офлайне, так и в онлайне, и, соответственно, Amazon это просто такой канал продаж, который классно
что-то продает, но если там это сразу не зашло, да, как бы это классно не продается. И маловероятно, что будет продаваться вообще там на Амазоне. Потому что мы прекрасно понимаем, что маржинальность бизнеса оптового достаточно низкая. Да, это не ПЛ, это все-таки там, если вы работаете там с ROI там в районе там 15-20%, это как бы очень даже хорошо, как бы, и все окей. Как бы. Есть товары, конечно, более маржинальные, но основная масса товаров это там 15-20% ROI. Понятно, что у вас нет возможности проводить какие-то свои маркетинговые там акции, да, как бы включать рекламу и все остальное, потому что, ну, если вы там включите, маловероятно, что вы будете куда-то вообще попадать с этой рекламой, и, скорее всего, ставки будут космические, как бы у вас, допустим, там заработок на каком-то юните там может составлять там 1-2 доллара, да, как бы, а ставки по рекламе могут быть там 3. Вот, соответственно, как бы вы там с пары показов будете уже в минусе. Ну Вот, да. поэтому для оптовиков, конечно, как бы это не вариант, да, как бы включать рекламу. Рекламу Что мы вы делаете? включаем Вы только... идете именно, начинаете делать листинги? Извини, что я тебя перебил. Да, мы на самом деле договариваемся с брендами о том, что мы готовы начать продвигать их товары, которые, ну, все понимают, даже, надеюсь, что такое АБЦ-анализ, да, и у брендов есть этот АБЦ-анализ, который можно, как бы, если нормально попросить, то можно его получить, да. Есть Мгм. товары категории А, которые топы, да, есть товары категории Б и товары категории С, которые там вообще, ну, плохо продаются, либо имеют какие-то там свои нюансы. Мгм. Вот. На Амазоне в основном представлены товары категории А. Да, как бы это классно продающиеся товары, как бы имеющие высокий рейтинг и которые продают сами себя. Вот. Категория Б совсем плохо развита, как бы категории С вообще нету. Но бренду, естественно, интересно продавать всю свою линейку, да, потому что, допустим, зачем ему нужно 20 дистрибьюторов на Амазоне, которые торгуют там 5-10 его СКУ? Ну, как бы бренду интересно продавать всю свою линейку. И если вы приходите и говорите, там, мы торгуем на Амазоне, как многие, да, вот, и вот наш заказ, там, 5 СКУ, да, по 1000 штук, как бы. Но До понятно, свидания. что, скорее всего, вас начнут футболить, потому что таких умников у вас, ну, у бренда, да, как бы, несколько десятков, да, как бы, Мгм. хорошо, если просто десятков, а если не десятков, там, не сотен, да, как бы, А, а может быть и сотни, десятков мне кажется, тысяч. сотни и тысячи, конечно. Да, потому что в это направление выходит очень много людей, как бы после особенно арбитража Мгм. и дропшиппинга, да, с которым сейчас Amazon активно борется. Мгм. Вот, потому что волн уже сколько было, да, как бы дропшиппинг на Амазоне становится все как бы опаснее и опаснее, и поэтому люди смотрят в более стабильные модели. Какая Мгм. стабильная модель, да, как бы арбитраж, Wholesale и но перевод. арбитраж это тоже такая вещь, как бы, это постоянная, как бы, жизнь на скидках. Мгм. Вот. Классно, когда ты живешь в США, и у меня есть пара ребят, которые живут в США, и они вообще модель торговли у них ритейл-арбитраж. Они ездят по Walmart, там, Target, там, Costco и закупаются прям вживую в магазинах, да, как бы с телефоном, как бы проверяют, какие цены, как бы быстро посчитали, если все окей, там полная тележка, как бы у них уже траки, и они как бы нормально где-то там от 10 тысяч в месяц зарабатывают на этом. Но это надо понимать, что это жизнь на колесах, ты Слушай, я даже каждый не день... задумывался об этом. Ну, то есть, ребята, если вы живете в США, и если у вас совсем все плохо, то вот можно вот в эту Да, стратегию, да, да, и на у вас самом деле. будет хорошо, 10 тысяч долларов можно реально на этом иметь. Я просто Я как понимаю, что, наверное, для Америки 10 по тысяч Волгу, долларов это как бы... тоска, знаешь, убиться и застрелиться. Кто-то действительно любит Ну, это дело, да? ну да, как бы это как бы реальный как бы бизнес, который можно, как бы выбираете магазины, в которые вы таритесь, и как бы вперед как бы с тележками, траками и грузитесь как бы на Amazon. Вот. Арбитраж, когда вы закупаетесь как бы в онлайне, но в связи с корона-кризисом как бы во всем мире многие магазины подзакрутили гайки, да, как бы сейчас там, допустим, есть ограничение, что там можно в один заказ там запихнуть там всего там 4 или 6 одинаковых наименований. Мгм. Вот. И, соответственно, конечно, вы там, допустим, если вам надо сотню выкупить, да, вы должны там создать там 20-30 ордеров, и это как бы достаточно муторное занятие, да, если там рассчитывать, что на каждый ордер у вас идет там 3-4 минуты, Ну то да. представляете, да, сколько вам там, если надо тысячами закупить, это сколько вы будете там полночи сидеть закупать этот товар. Вот, поэтому опт– это как бы такая стратегия, в которой вы работаете уже с компаниями, у которых есть склады, у которых есть товар,
Мгм. Есть, конечно, нюанс, что товара сейчас немного, к сожалению, его не на всех хватает. Вот. Поэтому мы как раз вот и двигаемся в сторону как бы большего взаимодействия с брендами для того, чтобы получать этот товар. Потому что понятно, что категорию А тяжело получить, но можно получить категорию Б и С, да, как бы, на которых можно также зарабатывать. Просто понятно, что там будут продажи меньше, но тем не менее и конкуренция будет меньше. Да. На каких-то листингах ты можешь торговать один и иметь там 20-30 продаж, да, как бы с профитом там в 30-40%. Или Мгм. толкаться со всеми, как бы, где топы, но иметь там 15, там, а может быть и меньше, может быть 10%, да, как бы роя как бы на этих товарах. Мгм. Вот. Так что как бы это очень даже интересная стратегия. Опять же, да, как бы на старте будет, наверное, тяжело такие вещи делать, потому Мгм. что у нас компания достаточно уже, ну, имеет вес, как бы мы имеем разрешение, да, как бы от некоторых брендов. Плюс как бы надо еще помнить, что многие американские компании просят трейд-референсы, да, это письма от других компаний, с которыми вы работаете, да, которые они рассылают, и как бы и компания заполняет, да, как бы на какую сумму вы закупаетесь, какую отсрочку имеете, да, как бы Мгм. как вовремя вы всегда это все оплачиваете. Вот, и, соответственно, как бы если у вас есть уже наработанные связи, да, как бы кому вы можете отправить этот референс, кто заполнит его, Мгм. так скажем, в вашу сторону в плюс, да, то, соответственно, как бы вы можете получить какие-то еще преференции от других новых своих поставщиков. Потому Мгм. что это большой-большой плюс. Плюс, когда вы работаете более тесно в контакте с своими партнерами, брендами, вы можете получать отсрочку платежа. Да, как бы это очень как бы Ну, это весомый очень плюс, как вкусно, да. бы, потому что даже если вы получите там на старте там 7 дней там, или 10 дней отсрочки, как бы это уже как бы уменьшает цикл оборота ваших средств. Да? А если у вас получится в какое-то время как бы получить отсрочку, там, допустим, 60-90 дней, вы по факту работаете на деньги бренда. Он вам отдает товар, вы успеваете его прокрутить, даже если вы не Мгм. весь как бы объем прокрутили, да, как бы товара, то все равно как бы деньги по факту не Большую часть ваши. можно успеть вывести, да. Да, Слушай, да, да. хотел спросить, так все-таки, в чем строится ваша маркетинговая стратегия? То есть вы приходите к бренду, говорите, слушайте, у вас есть товары категории Б и С, которые ни хрена не продаются, давайте, дайте нам эксклюзив, и мы будем их продавать, мы сделаем красивые листинги, мы Ну, запустим там PPC, сделаем внешний трафик, блогеров подключим, вот, мы будем ваш товар двигать, но вот дайте нам эксклюзив, да, или нет, или как-то по-другому у вас будет это строиться? Ну, смотри, как бы эксклюзив на данный момент мы никого не получили еще ни разу, да, как бы они все говорят, что они в процессе, как бы, возможно, нам его когда-нибудь дадут, вот, но пока, как бы, таких Бла-бла-бла, кейсов всё. успешных у нас нету, Мгм. вот, но, тем не менее, да, они понимают, что им выгодно, как бы, продвигать другие свои товары, которых нету на Амазоне или которые плохо продаются. Соответственно, Мгм. сейчас мы строим стратегию такую, мы не занимаемся покупкой там внешнего трафика, или, допустим, там какой-то еще и рекламы PPC как бы внутренней на Амазоне. Ну, если там надо чуть-чуть поднять карточку, да, мы можем как бы запустить рекламу. В основном мы Мгм. пытаемся оптимизировать листинги, да, как бы, Мгм. сделать хорошие фотографии, сделать хорошее описание листингов. Вот. И на самом деле запросы тематические по бренду, они всегда есть на Амазоне. Потому что мы не работаем с какими-то вообще как бы, ну, маленькими брендами, которые вообще не продаются на Амазоне, да, которого вообще присутствие ноль на Амазоне. Как бы обычно мы работаем с теми, кто уже есть на Амазоне. Ну вот, и, соответственно, у них уже есть, так скажем, лояльные покупатели, которые готовы покупать их товар на Амазоне. Просто эти листинги надо доделать, Мгм. да, привести их в божеский вид, поставить туда товар и начать как бы торговать. Мгм. Вот, соответственно, конечно же, наша основная задача как бы смотреть это за скоростью оборачиваемости средств, да, потому что деньги у нас не бесплатные, да, как бы они как все-таки сколько-то стоят, потому что у нас есть инвесторы, как бы, и, соответственно, нам нужно как бы оборачивать деньги достаточно Мгм. быстро. Вот. Но тем не менее, как бы сейчас вот на данный момент мы видим, что мы можем таким образом как бы увеличиваться в среднем как бы там на 5-10% в месяц как бы от текущих своих объемов.
за счет того, что мы начинаем развивать вот эти вот небольшие маленькие листинги, которые, в принципе, даже и уже есть на Амазоне, да. Вам надо получить, как бы, самое главное, доступ к бренд-регистру, потому что без этого вы, к сожалению, не сможете править зачастую листинги других брендов. Вот. И вперед, как бы это очень интересно. Так что я думаю, что за этим на самом деле будущее в опыте, потому что просто тупая перепродажа, она, скорее всего, ну, будет уходить совсем в никуда, потому что, ну, людей много, да, как бы, а на самом деле брендов-то не так много, которые готовы как бы с этим работать. Вот, поэтому вам надо предложить им какие-то плюшки, когда выигрываете и выигрывают они. Ну да, то есть первое, что вы предлагаете, это давайте мы возьмем ваш товар и сделаем нормальный листинг, а не вот это вот, что у вас там есть. Правильно? Да. То есть второе, дальше вы создаете листинг, но у вас, так как нету никакого эксклюзива, соответственно, на ваш листинг может прийти кто-нибудь другой. И таких Может. листингов, и таких случаев, когда там по 10 продавцов на одном листинге, вагон и маленькая тележка. Скажи мне, Ну, пожалуйста, есть у вас может быть, какие-то у вас секреты, может быть, ты чем-то поделишься, как играться на таких листингах, то есть когда 10 продавцов, как вы выигрываете байбокс? Ну, это же не ценой же. не, ну смотри, как бы зачастую ценой как бы играется очень тяжело, потому что бренды, во-первых, часто Контролируют, конечно. цены контролируют, да, потому что есть как бы политики, по которым ты там ниже определенного уровня не можешь продавать. Поэтому многие, наверное, видели, что есть прям листинги, на которых все стоят как бы в одной цене, В одной да, как цене, бы да. 19,99, и она там смотришь, она на протяжении там 3 лет не менялась вообще абсолютно. Да. Вот. Соответственно, тут бренд следит за ценой, да, как бы все дисциплинированно получают как бы свой, так скажем, товар и получают свой байбокс. Но, опять же, байбокс распространяется Амазоном, да, как бы, и тут надо уже как бы понимать, чем у тебя лучше аккаунт, на котором ты торгуешь, да, тем ты больше получаешь байбоксом. Многие видели также, что, допустим, на каких-то листингах там 10 продавцов, а торгуют там 2. Допустим. Да. Хотя, в принципе, у всех есть сток, у всех есть одинаковая цена, да, как бы, ну, там 1 или 2 продавца торгуют, все остальные как бы нервно курят в сторонке, имея там 1% продаж, как бы, а то и вообще иногда зачастую 0. Вот. Почему так Соответственно, происходит? Вот объясни, как это ну, работает? это как бы мои, конечно, догадки по большей степени, как бы, да, вот в связи с тем, что как бы мы там 3 года работаем в опте, Amazon как бы очень хорошо относится к аккаунтам, которые стабильно торгуют, да, как бы у тебя всегда есть товар в наличии, у тебя есть определенные категории, да, у тебя там не ассорти как бы из всего, чего можно, да, как бы ты торгуешь и товарами для животных, и женскими там гигиеническими средствами, да, как бы Мгм. и продуктами питания, и там резиновыми сапогами, мебелью и всем. Вот. Все-таки, когда ты в какой-то категории определенной торгуешь, как бы у тебя основная масса листингов в этой категории, Amazon тебе дает какие-то плюсы, да, как бы именно в этой категории у тебя больше байбокса появляется, да, как бы ты чаще в него попадаешь. Мгм. Вот, поэтому, в принципе, как бы вот мы для чего как бы дробим немного свой бизнес, да, для того, чтобы аккаунты были поделены на категории и привязаны к, там, допустим, одни торгуют у нас там в зоотематике, одни торгуют в офисной, другие там торгуют в спорт-аутдоре. Вот. Если не И секрет, сколько мы у тебя аккаунтов сейчас? 11. 11. Ну, не рекорд. У нас есть компании, которые открывают там и 20, и 30 аккаунтов. Ну, на самом деле, тут же Но, момент такой, как бы, администрирования этих аккаунтов тоже, да, как бы, это достаточно сколько это... мутно. Следующий вопрос. 11 аккаунтов. А сколько людей? 110? По 10 человек на каждый аккаунт? Нет, гораздо все скромнее, как бы, у нас в команде где-то сейчас в районе 30 человек, ну, основная масса, это надо считать, что это ресерчеры, как бы, это такая когорта людей, да, как бы, они достаточно часто меняются, у нас есть там определенный костяк, который работает с нами там уже достаточно долго, но ресерчеры — это люди, которые с вами ненадолго, да, это надо понять, как бы, потому что работа монотонная, работа с таблицами
и не каждый человек способен это прям вот работать как бы очень долгий период времени. Мы, допустим, поняли, что офисные наши сотрудники с этим справляются все хуже и хуже, как бы, и мы практически ресерчеров в офисе не оставили на full time. У нас есть удаленные ресерчеры, их там человек, по-моему, сейчас 15 там, или 18 из всей вот команды, да, которые работают part-time, и, соответственно, получают там различную зарплату в зависимости от своей выработки. Вот. Потому что, ну, там 5-6 часов сидеть ресерчить, как бы, ну, глаза выпадут на самом деле, как бы, потому что это таблицы, таблицы, таблицы и таблицы. Это нужно как бы, да, определенный склад ума, мне кажется. Это нужно... Да, и это на самом деле тоже как бы несомненно, да, потому Таким что людям к надо этому надо ставить памятник склонность. и молоко Вымпел. Вымпел и молоко за вредность. Я хочу Да-да-да. немножко прерваться. У нас тут появились вопросы. А я напомню, что если вы напишете интересный вопрос, или у вас может быть какой-нибудь крик души, или может быть еще какая-нибудь проблема, которую вы долго не можете решить, и вы ее нам сейчас здесь напишите, то в конце этого выпуска, буквально там через полчаса, через 40 минут, Алексей выберет человека, который получит бесплатную консультацию от него. Сколько-то времени вы будете говорить, и он вам поможет, действительно поможет в решении вашей проблемы или ответит на ваш вопрос максимально подробно, точно так же, как мы это говорим сейчас. Поэтому сейчас я перейду немножко к вопросам и дальше вернусь к своим вопросам. Несколько вопросов. Как вы считаете, в процессе масштабирования лучше иметь свой склад в США или работать с препами в качестве клиента? У нас был опыт работы, когда мы использовали партнерский склад. Сейчас мы, когда мы имели там тоже определенную долю. Вот, мы, к сожалению, это проанализировали. Это не всегда выгодно, на самом деле. Проще иметь как бы просто хорошие отношения с какими-то несколькими складами. Вы все равно, если вы будете расти, одного склада вам будет мало. Да, потому что есть поставщики, которые не работают с определенными локациями. Допустим, бывает такое, что они работают там и по всей как бы, да, территории США. Но, допустим, везти товар там из Калифорнии в Нью-Йорк, да, там, или, допустим, из Флориды куда-нибудь в Орегон, да, как бы, ну, абсолютно бессмысленно. Плечо доставки очень длинное. Даже если оно для вас бесплатное, это как бы просто время. Да. Вот. Поэтому старайтесь работать... нарабатывать свою базу препов, да, с которыми вам удобно и комфортно работать. Да, нужно обязательно иметь их несколько, потому что по-любому будут какие-то моменты, когда у кого-то запара, да, у кого-то клиентов много, да, у кого-то клиентов мало, и, соответственно, вы можете всегда как бы перераспределять свои потоки товара, да, туда, где менее загружен преп-центр. Окей. Вы B и C продукты, ну, по-русски написали, там категории B и C и C продуктов. Запрашиваете от брендов и дистрибьюторов или только от брендов? Ну, дистрибьюторы вряд ли что-то дадут, скорее всего, как бы. Ну, можно попробовать. Есть кто дает, как бы, и дистрибьюторы, да. Но надо конкретно, допустим, он вам не даст по всей своей матрице эту раскладку, да, как бы, если вы с каким-то конкретным брендом хотите работать, но закупать через дистрибьютора, да, как бы, скорее всего, он как бы этой информацией поделится. Вот. Они есть, на самом деле, и в свободных источниках, как бы можете поискать. В принципе, есть аналитические компании, которые выкладывают как бы эти отчеты. Расскажите, пожалуйста, вашу модель оплаты ресерчерам. Вы платите по часам или таблицам? Мы платим ресерчерам, ну, если это офисные сотрудники, у них есть окладная часть, да, как бы есть KPI. Если это удаленные сотрудники, то мы платим им только за выработку, которую приняли как бы к работе. Вот. Я не могу сказать, сколько там это стоит конкретно, как бы прям в деньгах, вот, потому что этим вопросом не я занимаюсь в компании. Вот, поэтому, ну, вот оплата именно такая, как бы Скорее, сделка. Ну, а с теми, кто на удаленке, я так понимаю, вы работаете от результатов, да? Ну, От результата, да, как бы от выработки, как бы по прайсу. Допустим, там наресерчили там 200 как бы сделок, да, как бы, значит, там получили за 200, как бы наресерчили там 100, получили за 100. Вот. Ну и, соответственно, у них есть свободный график, который как бы они могут совмещать с какой-то, допустим, своей основной работой или иметь там 3-4 таких, ну, каких-то работы, да, которые они там как-то совмещают. Потому что сейчас очень
Все так будут делать, скажем, знают, конечно. фриланс, да, как бы люди где-нибудь отдыхают, расслабляются, да, как бы и в свободное время подрабатывают. Да, я знаю некоторых людей в нашей области, которые ежедневно постят фоточки из Бали. Вот. А на самом деле Есть такие. они там пашут не меньше, чем мы тут с вами. Но на Бали. Ну А, да. Да. Следующий вопрос. Можно пример, пожалуйста, как вы получаете доступ к Brand Registry от бренда? Ну, это надо общаться с брендом, да. Они вам могут дать... Это как user permission в аккаунте, по факту. Окей. Так, а дальше. Свой сайт на какой платформе лучше делать? И компании в основном в каких штатах открыты? У нас сейчас открыты компании в основном во Флориде. Вот. Мгм. На мой взгляд, как бы идеальные компании это все-таки не LLC-шки, а C-корпорации. И я Вот. тебя в этом поддерживаю. Вот, да, Антон как бы меня в этом поддерживает точно. Вот, потому что это гораздо проще работать, если вам нужно будет ее продать, либо пустить инвестора, да, как бы в долю, то это гораздо все проще делается. Вот. Сейчас На какой рассматриваем как платформе раз... сайты делаете? Что? На какой платформе сайты делаете, вот спрашиваю. Сайты, если это не продающий сайт, да, не интернет-магазин, то делаем на той платформе, которая удобна. Как бы у меня большинство сайтов сделаны на тильде, Мгм. которые не являются продающими, да, просто информационными. Ну вы же, я Вот. так Если понимаю, не продаете через сайты, вы все заводите на Amazon сами. Ну, у нас есть как бы сайты, которые мы делаем для того, чтобы показывать, что у нас не только Amazon, вот, и они сделаны на Shopify. Как бы это, многие там могут говорить, что эта платформа там стоит денег определенных, но из нашего опыта получилось, что проще там платить абонентскую плату там в районе там 29 долларов, по-моему, за сайт в месяц, Да, за самый дешевый, конечно. чем морочиться как бы с какими-то кроссплатформенными приложениями, которые там надо администрировать, надо делать бэкапы. Shopify делает все за вас. И Мгм. сайт развертывается. У меня сотрудник может развернуть любой сайт где-то с наполнением там в 2-3 тысячи СКУ Ну, за хорошая 2 история. дня. Ну, За вот, как пару, бы, ну, ну, за 2 дня. Но если просто поэтому... шаблоны есть, то просто загружаешь SKU и Да, меняешь. да, да, как бы, тем более, чем плюс как бы Shopify, он через программы коннектится с Amazon, и ты можешь прям с Amazon выкачать вообще карточки товара. Стоит это, по-моему, там какие-то там 19 или 20 долларов за месячную подписку. Мгм. Вот, ты можешь там взять Ну это и за склад можно свой, бесплатно. и склад Да, можно там как подвязывать с Амазона. да, 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 и все как бы. И причем на самом деле ты можешь загружать на Shopify не только свой склад. Ты можешь взять вообще выделить любые листинги, которые тебе нравятся на Амазоне, и просто Мгм. автоматом их загрузить себе как бы на сайт. Да, и все, Ну, и как бы вот, и это как. как бы делается прям вот буквально как бы за пару часов. Как бы самый долгий период времени это когда парсер Shopify собирает эти листинги как бы к тебе на сайт. Да. Вот и все. Потом просто правите их, там немножко описание, какие-то тайтлы, и, Мгм. соответственно, как бы все, погнали. Ну да, а по поводу компании я вам хочу сказать, что можно открыть компанию во Флориде, можно открыть в любом другом штате. Главное, чтобы не в трех, не Калифорния, не Нью-Йорк, не Джерси, потому что это самые дорогие штаты с точки зрения налогообложения. А все остальное должен решать ваш бухгалтер. У нас есть многомиллионные компании, которые платят фактически налогов в 0 долларов, в 0 центов. Главное здесь вопрос к налоговому планированию и так далее. Но это мы немножко отошли, не будем об этом. Но это Следующий на самом вопрос. деле важный очень момент. Это важный момент, да, но это надо просто индивидуально уже вот прям вот об этом, о налоговом планировании разговаривать. Это прикольная история, я ей занимаюсь уже 3 года, вот, но это прям вот, знаете, прям такое доставляет удовольствие, когда ты в конце года приходишь и тебе еще возврат денег делают, знаешь, а не то, что ты там должен заплатить. Но это отдельный разговор, это нужно, да, это нужно такое. Привет, продаете ли вы в Канаде? Какие есть нюансы в опте там? Честно, в Канаде сейчас как бы не продаем, вот, но планируем, потому что договариваемся с брендами о том, что можно ли торговать там, не будут ли каких-то проблем. Потому что Окей. есть все равно как бы дистрибьюторы и какие-то ограничения как бы, вот. Но на самом деле Amazon сейчас позволяет открыть Канаду, да, не завозя туда товары. Вот. И Ну, то есть причем непосредственно прямо из Америки, да, доставлять? да-да-да. И сейчас, раньше надо было открывать налоговый номер в Канаде, то сейчас нет, потому что Amazon сам выступает вашим налоговым агентом в Канаде.
Вот это тоже большой плюс, как бы, и поэтому мы сейчас как раз и смотрим в сторону Канады, потому что все ограничения сняли в этом плане. То, что мы работаем еще в Англии, не сильно много, но вот проблема с НДСом, когда надо было его уплачивать, считать, это как бы достаточно добавляет мороки. Вот. Сейчас Amazon тоже как бы стал налоговым агентом и сам уплачивает как бы НДС В Европе уже делает, да, госорганам. Amazon? Да, как бы Я он просто не знал. пытается везде практически становиться налоговым агентом, ну, чтобы избежать вот этих проблем. Ну, на Потому что самом многие... деле, даже так хочу просто объяснить, что Amazon делает хорошо не вам, Amazon делает хорошо себе, потому что по американским правилам, ну и по международным правилам, значительно проще поставить в неудобное положение Amazon, чем искать маленьких продавцов типа там миллионников. Тоже неинтересно. Поэтому государство и вот там штаты заключают договоры с Амазоном для того, чтобы всю эту обязанность возложить на Amazon. Поэтому Amazon прежде всего заботится о себе, о своих проблемах. То же самое, я думаю, что касается Европы. То есть он работает не для вас, чтобы вам было проще. Нет, он работает для себя, чтобы его там не, извините, не, ну это понятно, да, если у вас как бы есть компании-неплательщики НДСа, да, как бы, которые продали и потом в неизвестном направлении растворились, то потом, конечно, претензии будут к Амазону, и поэтому он, естественно, как бы пытается себя таким образом страховать. Вот. Да. Следующий вопрос. Закупаете ли вы товары из Европы для продаж в США, или если да, насколько дорого обходится доставка, проходят ли их инвойсы? Нет, мы торгуем только как бы локально в той стране, где закупаем товары, потому что на самом деле вы еще должны убедиться в том, что если вы вдруг пересылаете, допустим, товары из Европы в США, если у вас разрешение на то, чтобы это сделать, потому что у вас на таможне могут возникнуть проблемы. Потому что есть как бы определенные вещи, которые продаются только в Европе, есть определенные вещи, которые продаются только в США. И за этим тоже следят. Как бы вы можете попасть просто на определенные проблемы. Во-первых, с растаможкой, допустим, в США. Да, и также, как бы, если вы будете отправлять из США, да, вы можете получить проблемы как бы с таможней там, Евросоюза или Англии, допустим, если вы туда отправляете. Ну да, и надо, наверное, сначала спросить разрешение у бренда, разрешит ли он вам торговать. Да, на самом деле, это немаловажный фактор, потому что мы в свое время поначалу, как бы, ну, как и многие, да, как бы, надо торговать всем, что продается на Амазоне, да, как бы, и потом начинается. Вот, поэтому сейчас мы изначально сразу говорим о том, что мы продавцы на Амазоне, как бы, и основной наш бизнес, как бы, это бизнес на Амазон. Да, у нас есть там сайты, которые продают дополнительно и являются источником трафика, вот, что мы там будем расширять, как бы, да, там, выходить на другие платформы, которые занимаются онлайном, но все равно, как бы, основной бизнес наш Amazon, как бы. Если бренд говорит, да, окей, как бы, вы имеете право торговать на Amazon, мы торгуем. Вот. Если бренд начинает говорить, что у нас есть ограничения, да, как бы, вот тут вы можете, тут нельзя, как бы, соответственно, мы думаем, как бы, выгодно ли нам вообще, как бы, там, допустим, заниматься продажей его только, допустим, через Shopify с привлечением трафика, либо и не продавать его на Amazon, либо вообще проще от него отказаться, потому что, ну, это могут быть несоизмеримые деньги, да, как бы, и затраты. Вот, Ну и да, все. согласен. У нас по-прежнему сыпятся вопросы, не переживайте, мы к ним перейдем. И все, видимо, сегодня уже хотят получить индивидуальную консультацию от Алексея Никулина, поэтому оставляйте вопросы, мы к ним обязательно перейдем. Нас сейчас смотрит 60 человек в онлайне, было тут почти 80, но сейчас немножко отпустилось. Друзья, поделитесь на своих страницах, приглашайте, потому что у вас есть еще примерно полчаса на то, чтобы выиграть индивидуальную консультацию Алексея Никулина, у специалиста по опту на американском Амазоне. Я хочу задать немножко вопрос от себя. Алексей, скажи, пожалуйста, вот представим себе ситуацию, как можно, вернемся к тому вопросу про маркетинг на Амазоне, да? Представим себе ситуацию. Есть какой-то, кроссовки Nike, которые продаются 10 компаниями на одном листинге. Ну, условно, то есть производитель дал на один товар 10 человек. Как мы с тобой поговорили, что по факту будут продавать там 2-3, а все остальные будут довольствоваться своим 1%. Ну, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет.
Есть ли какие-то у тебя, может быть, свои наработки? Ну, то есть я вот, чтобы я сгенерировал, да, вот человек, который, представим, что я не знаком с Амазоном, что бы я сгенерировал? Я бы к этим кроссовкам добавил бы еще бы носки. И изменил бы листинг под себя и начал бы продавать не носки, не кроссовки, а с носками. Или с какой-нибудь виртуальной книгой. Или что-нибудь еще. Знаешь, то есть вот этот. Есть ли у тебя какие-нибудь такие, или, может быть, факапы твои, которые ты, блин, а мы пробовали вот так вот улучшить листинг или там внедриться, что-нибудь поменять, а вот получилось жопа или получилось круто. Слушай, ну, на самом деле, эта стратегия достаточно нова, как бы я не скажу, что у нас пока там прям миллионы, да, как бы оттуда приходят, вот, мы работаем планомерно с этим, вот, мы движемся как бы для того, чтобы заключить как можно больше таких контрактов, да, как бы на работу и получать какие-то эксклюзивные или полуэксклюзивные потом права в дальнейшем. Вот. Тема с бандлами, на самом деле, о том, что ты сказал, да, как бы она жива на самом деле. Ее можно использовать, но, опять же, надо понимать, что, допустим, если вы продаете там кроссовки Nike, да, как бы, то носки должны быть тоже Nike, там не должен быть Adidas, как бы, или Nike, но в Китае купленный, да, чтобы вас потом подтянули за контрафакт. Я не знаю, может быть, знаете, виртуальную книгу с тем, как носить кроссовки Nike. Но она у тебя, и тем Слушай, самым... я вот не знаю, на самом деле, я задавался идеей, как бы у нас есть как раз вот PL, в котором есть возможность как бы дополнительно давать книгу, вот, и я пока не понял, можем ли мы сделать виртуальные бандлы именно, допустим, физический товар и электронный товар, да, как бы вот именно книга. Пока вот вроде у нас не получилось такое создать. Вот. Но, допустим, я знаю как бы ребят, кто активно торгует книгами и продвигает свои товары через это направление. Это тоже на самом деле как бы определенный бизнес, который существует на Амазоне. Книги, да? То есть ты покупаешь да, как бы книга, и там идет такая, скажем, как бы нативная реклама как бы каких-то определенных товаров, которые описываются в этой книге. Вот. Потому что есть, допустим, кто продает там какие-нибудь поваренные книги, да, с рецептами, и там можно как бы делать рекламу своих товаров, которые как бы в kitchen and dining продаются активно. Да, если вы там, допустим, рассказываете какие-то вещи там о гриле, да, которые популярны, почему бы там, допустим, не какие-нибудь лопатки, скрипки или что-то еще продавать? Как бы это все как бы возможно. В физический товар можно вложить купон и сказать, что вот, вам виртуальная книга там, в подарок, скачайте ее по этой ссылке. Да, это тоже... бан за это, да? За то, что ты уводишься. Да, можно на самом деле... Нет, смотри, как бы тут такой момент, как бы, что если ты не уводишь клиента с Амазона, да, как бы отдаешь ему как бы на Амазон опять скидку, это какого переход, да, то, в принципе, как бы к тебе претензий нету. И если ты не собираешь его данные где-то еще. Вот. Потому что у нас есть как бы опыт вот именно в PL, когда мы даем такую маленькую книжечку, и у нее есть как бы на обороте что-то типа отсканируйте QR-код и получите книгу рецептов. Потому что мы пробовали решить вопрос, как эту книгу упаковывать в товар, как бы получается, что очень большая как бы упаковка. Мы думали записать ее как бы на флешку, но это сильно удорожает товар, опять же, как бы, вот. Поэтому мы просто даем как бы ссылку, можно там разместить на AWS Amazon, да, как бы эти файлы, и клиент может там скачать их абсолютно бесплатно. Слушай, а ты работаешь только по FBA Amazon или ты тоже и FBM? FBM мы торгуем, но, честно говоря, очень мало, как бы это на самом деле вообще как бы наш такой, скажем, непрофильный, когда что-то нельзя завести на Amazon, а мы это по каким-то причинам уже купили. Вот. И, соответственно, как бы, да, тогда мы продаем это через FBM, вот. Но на самом деле мы столкнулись с тем, что логистика стоит достаточно дорого. Вы должны четко понимать, что, допустим, если эта доставка от Амазона стоит там $2, да, или там 3, допустим, да, где-то вот в этой вилке, то при FBM продаже это будет стоить там 5 или $7, да, как бы доставка будет намного дороже стоить для вас. Вот, поэтому надо... Это не вот этот вот сервис, который от Walmart, как он называется? Deliver.com, да, вот этот как он. Вот, ну, опять же, как бы... Тариф дешевле, чем у Амазона на доставку. Да, но опять же, как бы ты должен держать товары тогда у них, и они тогда как бы обеспечивают логистику.
Возможно, на самом деле, как бы, я не знаю, у них, по-моему, интеграции с Амазоном, по-моему, нету до сих пор. Либо она есть, но Не она знаю, наверное, кривая, наверное, как нет. бы. Они, Они с наверное, Walmart, через я знаю, Shopify очень можно хорошо интегрировать. работают. А? Они очень хорошо с Walmart работают, Да. как бы Walmart работает через них. Вот. Но на самом деле это Просто в тоже этом как бы... случае у тебя появляется и адрес клиента, и ты можешь ему отправить дополнительный товар, сказать, что я тебе продал эти кроссовки, а еще отправлю тебе отдельной посылкой тебе носки, ну или что-то типа того. Ну да, как бы, конечно, клиентская база как бы очень интересная вещь, как бы, но, к сожалению, Amazon ее нам сейчас не дает, да, как бы, ну, и с другой стороны, как бы в нашем бизнесе как бы прям клиентская база как бы именно в опте, наверное, не нужна, как бы. Наверное, в опте не очень, да, это Мы же не неприятно. знаем, ну, как бы, вернее, если ты хочешь что-то запустить похожее, как бы, сделав свой PL на базе, как бы, своих Логично, анализа продаж, да. вот, то это, как бы, конечно, будет тебе плюсом. Вот. Но если ты чисто сосредоточишься как бы на опте, наверное, как бы база клиентов тебе не нужна. Но на самом деле это хорошая тоже идея, когда у вас есть, допустим, наработки уже в какой-то, так скажем, области, где вы видите, Мгм. что есть хорошие продажи, есть хорошие бренды, Мгм. вот, и вы понимаете, что каких-то продуктов просто не хватает, потому что вы следите, допустим, там за отзывами покупателей на товарах, да, как бы то, что вам пишут как бы в аккаунт, вот. Вы можете попробовать, на самом деле, запустить небольшие PL, и на самом деле, кстати, вот такие PL, возможно, будут стоить не очень больших денег для запуска. Мгм. Ну, Потому что нишевые, именно вот какая-нибудь да-да-да, тюнинг, это вот какие-то совсем прям нишевые. очень точечные нишевые товары, которые вы можете просто как бы дополнительно себе запустить, да, как бы. Можно даже, допустим, там зарегистрировать бренд, да, как бы, ну, не сильно заморачиваться там с упаковкой как бы этого товара, да, как бы брать его, допустим, там в Китае или внутри США, как бы, потому что есть компании, которые производят товары и внутри Соединенных Штатов, да, как бы, и у них можно это тоже покупать и продавать, как бы. Ну Мгм. вот. Упаковку сделать, в принципе, на самом деле в любой стране не сильно больших денег стоит, поэтому это Ну тоже как бы да, такие согласен, согласен. А, плюсы, в чем вы можете подзаработать на Амазоне. да, но слушай, давай тогда, перед тем, как у нас там еще много вопросов насыпалось, все-таки, вот я тебе предложил там стратегию, ну, бредовая стратегия, но продавать носки в дополнение к кроссовкам, да, для того, чтобы улучшить свой листинг. Да? Какие еще есть у вас маркетинговые наработки? Вот понятно, что вы там, ну, то есть первое, вы создаете для брендов сами листинги. Второе, вы пытаетесь их как-то улучшать или добавлять какую-нибудь фичу для того, чтобы это лучше продавалось. Что еще может быть, что еще вот в вашем случае может помочь, если на листинге 10 продавцов, и ты хочешь войти в эти топ-2? Ну вот что сделать, чтобы получить вот... Слушай, ну и у меня тут нет какого-то прям решения готового, да, как бы просто начинать работать с этим брендом более глубоко. На самом деле, если у тебя есть хорошие продажи как бы в этой категории уже на этом аккаунте, то, скорее всего, ты как бы войдешь в эти, так скажем, 2-3 продавца, которые хорошо торгуют. Мгм. Вот, поэтому вот надо смотреть на то, что аккаунты должны торговать в основном какими-то определенными категориями. Вот не разношерстной как бы Ну, то есть один толпой. аккаунт, одна ниша, да, такая? Ну, можно две, допустим, взять, как бы какие-то Мгм. смежные, да, как бы, которые между Нет. собой как-то перекликаются. Вот, и как бы работать в этом направлении, чем больше у тебя стока, да, Мгм. еще на самом деле очень многие боятся завозить товар, допустим, каким-то запасом. И это как бы их останавливает, да, и, соответственно, если посмотреть, Buy же он еще и привязан к геотаргетингу, да, допустим, если клиент в Калифорнии, а ваш товар в Нью-Йорке, никто не повезет ваш товар как бы с Нью-Йорка в Калифорнию, понятно, да, но если у вас товара достаточно, и Amazon видит, что вашего товара достаточно, он будет распределять вас по всей территории США, там, где нет товара, да, как бы со схожими характеристиками, и, соответственно, он видит, да, что, допустим, вы привезли там на склад, допустим, там там, Шарлотт, да, как бы, если там вот кто-то с Флориды возит, да, как бы они там все в основном в Шарлотт, вот, соответственно, он смотрит, что в Шарлотт нет такого количества заказов на этот товар, да, и он начинает его распределять.
чем больше товара, тем больше он распределит по всем складам. Чем больше ваше распределение по складам, тем больше ваш охват как бы покупателей. Понятно, что если вы там завезли 10 штук, да, то вряд ли он там распределит вас на какое-то большое количество складов, как бы 1-2 максимум, как бы, Будет на что вы одном сможете. складе, да, или на двух. Да, или на одном, да, и, соответственно, конечно, вы будете получать как бы только продажи как бы из этой эрии, локальные, которые Amazon сможет доставить за там вот свой этот как откуда однодневную там shipping, или да. двухдневную доставку. Мгм. Вот. Слушай, Чем знаешь, больше ага. локация, тем лучше как бы для вас. Согласен. Слушай, но правильно я понимаю, что всегда приоритет отдается FBA или FBM тоже можно торговать на уровне FBA? Можно, на самом деле. Я на некоторых листингах вижу, как FBM отбирают у нас как бы клиентов активно достаточно. Во-первых, ну, чем плюс как бы FBA от FBM, да, продавцов? Во-первых, мы FBA продавцы можем торговать дороже, чем FBM. По крайней мере, минимум на 9, там, 99% мы можем ставить цену выше. Допустим, если FBM продает за 10, я могу продавать за почти там $11. Как бы доллары это как бы уже существенный плюс. Серьезно? Ну, я вот этого не знал. Да-да-да. Ага. Вот. Раз. Как бы. Но есть FBM продавцы, у которых очень хорошо поставлена логистика и которые имеют хороший рейтинг, и их товары всегда доставляются в срок. И Мгм. вот тогда эти продавцы с ценой ниже, да, естественно, будут как бы иметь больший плюс. Допустим, если Amazon видит, что этот продавец, допустим, поставил, что у него как бы есть Prime доставка там в течение 2 дней, и он выполняет эту Prime доставку как бы, там, скажем, там в 99% случаев, да, то Мгм. этот будет FBM продавать гораздо лучше, чем FBA продавцы. Прикольно, слушай, Вот. прикольно. Хорошо, тогда я... Поэтому Да. Мгм. Поэтому, как бы, если вы можете обеспечить эту логистику и торговать FBM, то вперед. Вперед из песни. Нас продолжают смотреть 60 человек, а я напомню, что в конце, и уже совсем скоро мы выберем только одного, кто получит бесплатную консультацию от Алексея. А я, пожалуй, вернусь обратно сюда к вопросам. Ам, Вот так. А можно зайти к Алексею в качестве инвестора и поработать ресерчером? Хм. Как-то очень интересно, как бы. Ресерчерам мы не платим столько много, как инвесторам. Вот, Ну, кстати, мы можно... говорили про инвестиции, да. Ты сказал, что у вас периодически не хватает денег или всегда не хватает денег на оборотных, имеется в виду, вот, и у тебя есть какой-то special offer для всех, у кого есть деньги. Да, у нас есть на самом деле предложение, но опять же лучше всего писать в личку, да, как бы, чтобы мы это все дело обсудили. Вот, Мгм. мы привлекаем постоянно как бы деньги в развитие нашего бизнеса, потому что мы растем и, соответственно, так как мы открываем новых поставщиков, нам, естественно, как бы надо увеличивать объем денег, потому что в опте, да, как бы прирост собственного капитала происходит не так быстро, как хотелось бы. Вот, это все-таки определенные временные циклы. Мы стараемся максимально быстро оборачивать средства, да, как бы, но в связи с тем, что как бы, товар весь находится в США, и мы торгуем на территории США, да, как бы скорость оборачиваемости средств, в принципе, сейчас это где-то 60, там, 65 дней. Вот, соответственно, как бы у нас получается где-то 6 циклов за год, вот, и как бы за счет этого сложного процента даже на небольшой маржинальности, да, можно заработать неплохие деньги. Ну, а Вот, какой у вас поэтому, оффер, ну, вот в целом, то есть вам нужно сколько от одного такого слушай, человека? мы на самом деле работаем с, ну, как бы с частными инвесторами, да, от 25 тысяч долларов, потому что меньше это проблематично Геморрой. администрировать. Мгм. Вот, мы обещаем гарантированный доход 15% годовых в долларах. Мгм. Вот. И, соответственно, там есть еще инвестиционная составляющая, которая обсуждается с каждым как бы человеком индивидуально в зависимости еще от суммы инвестиций, да, как бы, и как он хочет получать свои, так скажем, проценты. Есть кто Мгм. хочет там получать ежеквартально, есть кто хочет получать раз в полгода, есть кто Мгм. готов там раз в год получать, да, и, соответственно, от этого как бы там вот эта вот инвестиционная составляющая, она как бы еще увеличивается. Окей. Вот, поэтому, кому интересно, да, как бы пишите в личку, мы обсудим эти моменты. Вот. Но от 15% годовых вы можете зарабатывать вместе с нами.
Ну да, пассивно. 25 тысяч долларов, 15% годовых, это примерно 3-3,5 тысячи долларов в год. Ну да. Нормально. Это нормальные рыночные условия, собственно. Окей, следующий вопрос. У нас есть несколько товаров, которые не можем продать. Стоки большие, у нас есть бренд регистри. Вы нам можете помочь? Ага, вот я говорил, помнишь, крик души. Вот. Ну да, надо на самом деле смотреть, как бы, я так понимаю, что у вас ПЛ, вот, и тут вопрос такой, Ну, как скорее бы, всего, в данном случае это, наверное, ПЛ, да. да, как бы, надо смотреть, как бы, возможно, все, как бы, надо просто четко обсудить, что вы хотите и что мы с этого получим тоже. Да. Так, у нас тут есть большой вопрос, не знаю, он сюда поместится. Ну да, Александр да. пишет, если дали доступ бренд registry, то это что-то типа user permission, где ты можешь полностью управлять листингами. Да, мы об этом говорили. Да. Как вы договариваетесь о плюшках взамен, делая ценность бренду, раскручивая его листинги? Ведь это большой ресурс времени и денег. Вы сразу договоритесь об условиях, при которых берете в работу раскрутку листингов или делаете некий тест-драйв, или как? На какие плюшки можно рассчитывать, какие дополнительные скидки относительно базовой оптовой цены? Хороший вопрос, Ну, мне кажется. да, как бы это хороший вопрос, я Сашу знаю, вот. На самом деле, как бы, да, как бы user permission, да, как бы это будет у вас доступ к бренд registry. Если по поводу того, как вы договоритесь, тут на самом деле все договоренности индивидуальны. Да, это какого-то определенного шаблона как бы со всеми, наверное, не получится сделать. Мгм. Вот. Все надо договариваться индивидуально, как бы какие-то бренды охотно идут на это, какие-то неохотно, каких-то надо подтолкнуть, да, как бы объяснив им, допустим, мы делаем срез, как бы, да, их листингов, да, как бы показываем, какие есть листинги, допустим, у конкурентов, да, и их листинги, чтобы они могли визуально просто даже сравнить, да, как бы как презентация. Мгм. Допустим, вот ваша, да, как бы Давно. какашечка, которая есть, и вот посмотрите, как бы, как у людей, да, как бы, и вот у вас 5 продаж, да, как бы, и у людей с То есть аналогичным вы учите их товаром PL, 100. базовым PL-овским этим вот фичкам, да? Может, Да, как бы просто надо людям показать, что они могут продавать гораздо больше. Они все хотят продавать на самом деле гораздо больше, чем они продают сейчас, потому что они хотят расти так же, как и весь рынок. Да? Как бы, если рынок растет в 2 раза, то и они должны удваиваться. Если они не удваиваются, да, значит они плохо работают. Ну, вот, ну, соответственно, логично, как бы да. у всех менеджеров есть план продаж, да, за которые они получают свои бонусы. И, соответственно, если они смогут продавать свой товар гораздо эффективнее и лучше, они получат еще какую-нибудь плюшечку от своей родной компании, вот, а вы получите хороший товар. Вот. По поводу скидок, это же опять же индивидуально, да, как бы есть кто сразу готов, да, дать какие-то дополнительные скидки, если вы берете там большую линейку. Есть кто говорит, давайте там попробуем, да, как бы мы там, допустим, тестово дадим там определенную скидку, да, Мгм. если нас устроит там на протяжении какого-то периода времени работы. Ну, допустим, если договариваться вот как раз там, как тест-драйв был, да, то, наверное, надо договариваться где-то о временном интервале там в 3-4 месяца. За меньший период маловероятно, что получится что-то сделать, да, и показать какой-то результат, потому что листинги бывают в запущенном состоянии, и, соответственно, с ними надо работать. Там за месяц, за два, пока вы привезете товар, пока вы его листинг оптимизируете, да, как бы вряд ли что-то вы там увидите как бы колоссальное. Ну, либо влить деньги в рекламу, да, чтобы показать, что вы там стартанули. Такое, Такое, наверное, тоже можно сделать, но как такое бы себе. ну, да, как бы тут момент такой, как бы вы не сможете это сделать со всеми листингами, да, потому что деньги кончатся, и, соответственно, как бы надо думать. Вот. Мгм. Поэтому, опять же, это все личные договоренности. Тут нету какой-то вот прям универсальной таблетки, которой прям приходишь, говоришь, вот так, и все, они тебе сразу готовы все это сделать. Вот. Можно договариваться о каких-то эксклюзивных вещах, но опять же, надо понять, что бренд хочет, чтобы вы не уронили продажи, которые есть текущие, да, как бы, и он должен быть застрахован, что в случае каких-то ваших проблем, да, у него не Его это не упадут хотело. продажи. Да, как бы, поэтому вы тут тоже должны как бы понимать, что вы в этой ситуации должны уже плыть в одной лодке. Да, как бы они в одну сторону, а вы в другую, как бы, ну, в одной лодке гребете и стоите Ну, на месте.
Ну да, согласен. Следующий вопрос. Работаете ли вы в Канаде, импортируете товары, продаются на канадском маркетплейсе? Нет, вы пока не Да, торгуете. пока не торгуем. Но как бы сейчас ищем поставщиков, которые есть в Канаде, чтобы именно в Канаде как бы закупать и в Канаде сразу отправлять. Да, вот здесь есть вопрос. Сколько времени определяете для Amazon? Наверное, уделяете, скорее всего, как Уделяйте. бы. Уделяйте, да. Ну, целыми Все, днями живем с утра до вечера на нем, правильно? да, на нем прям 24 часа. Нет, ну, на самом деле все зависит от того, какие задачи сейчас стоят. Я не скажу, что я работаю круглосуточно, да, есть команда, которая выполняет свои задачи. Ну, в среднем, наверное, все-таки я уделяю Амазону ну, минимум 3-4 часа в день, как бы это стабильно. Ну, это 3-4 часа, что-то мне это напоминает. Лет 5 назад, когда нас всех учили Амазону, мы говорили, что будем сидеть на пляже и заниматься Амазоном всего 3 часа в день и зарабатывать миллионы, да? Не, но у нас же есть не только бизнес на Амазоне, как бы, да, поэтому Это была какой-то шутка. определенный Это период была времени, шутка, но к этому да, многие хотят мы стремиться. уделяем другим. Вот, но на самом деле я могу сказать одно, как бы, если вы хотите построить какой-то бизнес, который работает, все, что там рассказывают, что вам надо работать 1 час в день, к сожалению, это, ну, вы Это будете бред. работать Это тогда на полный наемной бред. Вы работе. будете работать 24/7, 365 дней в году. Да, 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 как бы, поэтому готовьтесь к этому. Если вы хотите как бы что-то построить глобальное, вам придется работать Ну, это много. очень весело, правда, Алексей? Это вот прям вот Да. доставляет такое удовольствие, знаешь. Следующий вопрос. Алексей, у кого вы учились и учитесь по Амазону? Скорее, Ну, поучился, а учиться сейчас, ну, у кого учился в прошлом, наверное. ну, скажем Сейчас так, нужно учиться на практиках, те, кто этот. А вот, наверное, вопрос все-таки для старта. Вот если человек ну, для старта на самом деле есть русскоязычные, да, много ребят, кто как бы совсем с нуля там запускает курсы, да, как бы есть Алена Жигир, Саша Семишан, достаточно хороший курс у них по опту. Для тех, кто вообще как бы ноль в Амазоне, на самом деле это вообще, мне кажется, как бы интересный курс, потому что раскрывается, ну, масса всех нюансов, да, как бы касая, во-первых, ресерча, администрирования аккаунта именно, да, как бы как работать вообще с Амазоном и что это такое, как бы мне нравится их подход как бы к программе обучения, вот, и я иногда, вот сейчас жду у них должен запуститься курс по аккаунтингу для как раз вот опта, вот, и я хочу туда своих ребят отправить, как бы, потому что надо, чтобы, ну, так скажем, Ну, не ну, только мы им рассказывали однобоко, да, чтобы они и слышали другие мнения, да, и смотрели, какие можно вещи применить. Вот. Курсы, ну, прям по опту, как бы глобальные, именно русскоязычные, наверное, как бы пока таких я не встречал, прям, чтобы это был прям вот опыт такой как бы для опытных. Как бы. Мы покупали несколько курсов американских. Из всех курсов можно выделить какие-то нюансы, да, которые как бы можно использовать. Прям вот прям вот глобальный курс, ну, конечно, все ну, не это тянут. тяжело на самом деле, потому что каждый же из нас специализируется на каких-то своих определенных вещах, да, как бы, и он хорошо в них разбирается, как бы, и, соответственно, вот это все надо компилировать как бы из достаточно большого опыта. Потому что когда я начинал в 2019 году с моими партнерами, русскоязычных курсов про опыт вообще не было. Да, как бы был там арбитраж, был дропшиппинг, но опта вообще как бы такого понятия, как бы к нему так относились, так, ну, что-то есть, как бы, и вот там несколько американских как бы курсов было про опт. Вот. Мы собирали по крохам, на самом деле, эти знания, вот, и в основном как бы все то, что мы сейчас сделали, это из общения, так скажем, с другими амазонщиками. Мы покупали консультации какие-то, иногда покупали целые прям, так скажем, стратегические сессии, да, как бы с ребятами, которые уже торгуют лучше нас, как бы, да, на Амазоне по опту, и, соответственно, как бы двигались, как бы они передавали нам какие-то наработки. Вот. Тут, ну, ты учишься постоянно, да, как бы, потому что на самом деле вот эти 2 года, конечно, очень тяжелые, да, потому что раньше всегда были какие-то встречи такие крупные, да, как бы
амазонщиков, и куда можно было приехать, да, пообщаться. Вот. В этом году вроде тоже ребята планируют, украинские, наша бригада. Да, ну, ты понимаешь, мы живем в России, как бы, и нам на Украину достаточно тяжело попасть, как бы, есть Только через нюансы. США, видимо, потому что я тоже гражданин России, но я сейчас в США, поэтому мне, наверное... Ну, тебе проще, да, как бы, вот. Но на самом Я деле мирно, я без оружия, знаешь, вот это всё. слышал, что ребята хотят сделать большой форум в Турции. Вот, О, вроде кстати, на ждем Турцию проще анонс. лететь, чем на Украину, потому что из США все летают в Украину через Турцию, поэтому... Да, я слышал, да, почему-то. И, кстати, и в Россию также летают И в почему-то. Россию летают многие через именно Турцию, да. Ну, такая себе история. А, Ну, да. Слушай, давай тогда дофига еще вопросов, а у нас времени не так много остается. Так, тяжело ли переведенный с физика компании на аккаунт почистить хвосты? И стоит ли переводить на ВДС или оставить все как есть? Я думаю, что это вопрос на или ты хочешь ответить на Не, ну это? слушай, на самом деле почистить хвосты как бы обязательно нужно, да, как бы надо убрать все как бы данные с аккаунта, которые были, Мгм. поменять чарджи, депозиты, адреса. Адреса, на самом деле, кстати, многие не знают, чистятся как бы не через аккаунт продавца, а через аккаунт покупателя. Да, Вот. Это, кстати, очень немаловажный фактор, потому что, и, кстати, если вы хотите поудалять карточки, то их надо тоже удалять через аккаунт покупателя. Вот, потому что через аккаунт продавца вы будете их очень долго удалять. там какой-то бред. Я пытался это сделать. Ну, Я ну, короче говоря, это работа очень длительная, как бы на несколько месяцев растягивается, но это можно Я сделать. бы все-таки рекомендовал, у нас есть отдельное видео, мы в декабре прошлого года записывали о том, как зарегистрировать аккаунт на Амазоне, сейчас там уже почти 3000 просмотров, в Ютубе на нашем канале есть, посмотрите, регистрация на Амазон, в Ютубе вы забиваете, и второе видео это наше в поиске, поэтому очень рекомендую. Так, есть вопрос, как получить консультацию? Есть ли у тебя индивидуальная консультация, кроме той бесплатной, которую мы сегодня Есть, разбираем? конечно. Пишите в личку, опять же. Пишите в личку, вот здесь Telegram, Facebook и любые другие соцсети, один и тот Да, же ник везде аккаунт, одинаковый, так что ник везде можете одинаковый, найти да, пишите везде. Алексею, если вы сегодня не выиграете бесплатную консультацию, то можно индивидуально к нему постучаться, и, может быть, он вас... Да, конечно. Дальше. Какой софт используют для управления кросс-платформенным управлением инвентаря, ценами и так далее? Amazon, Shopify, eBay. Что удобно было для... Сори, я уже заговариваюсь. Что Ну, я понял, как бы, давай, как бы, ладно, это без проблем, как бы, есть, на самом деле, программы, которые... У нас программа одна, как бы, это называется Google Таблицы, вот, которая очень хорошо работает, вот, если вы умеете с ними работать. У нас есть несколько ребят, которые умеют там шаманить, Мгм. вот, и они пишут как бы разные дополнительные как бы коды и как это таблицы все друг из друга тащат. Вот, поэтому, в Мгм. принципе, у нас там их несколько разновидностей, да, для каждого сотрудника они настроены определенным образом, как бы, чтобы они из одной единой таблицы тащили те данные, которые ему нужны. Мгм. Вот, и, соответственно, мы пользуемся различным софтом, там репрайсером мы в основном Channel Max пользуемся для Амазона. Для Shopify репрайсеров я, честно говоря, не знаю, они там, наверное, не нужны. Вот, ну, потому что ты торгуешь со своей интернет-площадки, как бы зачем тебе там постоянно менять цены. Вот. Реклама это Google, Facebook, да, если вы как бы используете внешний какой-то трафик. Вот. А так это в основном как бы все, что дает Amazon, это отчеты и, соответственно, дальше уже как бы Google таблицы, которые это все дело в нужном месте как бы формируют и показывают. Вот сейчас хотим попробовать, увидели там пару интересных идей, как это все можно в Power BI как бы переносить в красивые формы, да, как бы в виде там уже графиков, диаграмм, срезов, как бы и все остальное. Как бы также у нас как бы там в Google таблицах эти ABC-анализы, как бы все ведется. Вот. Окей. Поэтому Сколько, универсальный самый инструмент. сколько стоит у тебя платная консультация? Все деньги мира, Ну, правильно? час консультации стоит $150. Отлично. Средняя температура по больнице. Какие прогнозы на Amazon? Заработаем Отличные. миллион. Отличные. Я думаю, и не один. Вообще, только начинается, мне кажется, жизнь с Амазоном. На Walmart торгуете?
На Walmart не торгуем, но вот свой PL хотим как бы выводить на Walmart. Сейчас как бы готовим линейку товаров и будем. Но только PL. В опте, не знаю, нет, наверное, смысла нету. На YouTube спрашивают у нас, окупается ли улучшение текстовой оптимизации листинга и изготовления фото, если на этом листинге будут продаваться несколько продавцов? Но надо, опять же, что подразумевает? Мы же не делаем как бы какие-то там прям заказные фотосессии и не снимаем какой-то прям лайв-контент, который там стоит миллионы долларов. Мы берем то, что есть. На самом деле, общаясь с вашими поставщиками, вы можете получить кучу контента, который у них уже есть. Да, его просто надо красиво оформить, допустим, сделать какую-то инфографику стоит не очень больших денег, допустим, на лист, да, как бы на фотографию нанести. Зачастую фотографии и какой-то именно аудио и видео контент есть у поставщиков, потому что они это делают профессионально. Вы можете это просто запросить, и вам это, скорее всего, дадут. Просто никто не просит. Вот. У них также есть отделы маркетинга, которые занимаются, пишут как бы описание товаров, да, как бы у них на сайтах это все есть. Вы можете просто немножко его переработать, да, как бы заплатить небольшие деньги копирайтеру, который это просто перепишет. Опять же, это небольшие деньги все. Как бы. Мы не тратим там, как, допустим, в PL, там, по 500, там, по 1000 долларов, да, за то, чтобы создать этот листинг. Это маленькие небольшие деньги, там 10, 15, 20 долларов, как бы, которые вы тратите. Как бы, я думаю, что вы там с пары продаж это вернете. Вот. Если бренд дал прайс, готов отгрузить товар, но при условии, что не будем продавать на Amazon. По опыту с такими брендами можно договориться в будущем о продаже на Amazon? Ну, опять же, надо общаться, как бы, да, тут нету как... Если у них есть бренды, которых жесткая политика того, что они не хотят продавать на Amazon, как бы, свои товары, то, скорее всего, вы не договоритесь. Если этот бренд торгует на Амазоне, может быть, он сам торгует на Амазоне, да, как бы, и не хочет конкуренции. Вот, поэтому, ну, опять же, надо анализировать каналы продаж, да, как бы, как Amazon, как бренд продает свои товары. Вот, сам продает через дистрибьюторов, через кого-то еще, как бы, поэтому тут надо смотреть, как бы, это все надо индивидуально смотреть по бренду. Вот здесь есть вопрос, который я не хочу даже на него отвечать. Распишите, плиз, краткий алгоритм, как вы ведете работу по маркетингу, договорившись с брендом, от анализа до конкретных шагов. Александр, я думаю, что вам нужно заказать индивидуальную консультацию у Алексея, потому что если мы начнем сейчас об этом рассуждать, мы будем говорить об этом до вечера по Нью-Йорку, а не по Москве. Где там меня выгонят. Я это какого? Мы не сможем просто... В коворкинге. А, ты в коворкинге даже, да? А ты в каком городе, если... Москва. А, ты в Москве, да? Окей, отлично. Кроме множественных аккаунтов, как вы еще диверсифицируете риски? Получали ли бан аккаунта когда-либо жалобы? Ну, кто торгует на Амазоне, по-моему, все получали баны, жалобы и все остальное. Как бы, опять же, все зависит от того, по какой причине получен бан. Да? Как бы есть баны, которые разбаниваются там буквально там, с первой апелляции, есть баны, которые разбаниваются долго, а есть баны, которые вообще не разбаниваются. Да? Вот. На самом деле, ну, самое главное, как бы, надо проверять аккаунты, когда вы покупаете. Да? Не просто так с бухты-барахты вы решили его купить. У меня, допустим, все аккаунты, я четко знаю, у кого я их купил, я знаю этих людей, и у меня есть контакт с ними. Допустим, я могу в случае каких-то проблем позвонить этому человеку, да, на кого зарегистрирован аккаунт, и пройти, допустим, ту же видеоверификацию. Вот. Аккаунтов, которые у нас там куплены через регистраторов, у нас нету. Нет, вру, один. Ну, я не знаю, какой у тебя опыт, просто я очень критично отношусь к купленным аккаунтам, я очень их боюсь. Вот. И мы, как правило, когда нам нужно, приходит клиент и говорит, слушайте, мне нужна компания с аккаунтом, мы говорим, слушай, давай так, мы сделаем компанию, все хорошо, но давай будем искать реального человека, маму твою, жену, брата, свата, или давайте мы найдем там в наших странах какого-то реального человека, мы вас состыкуем, все мы друг другу, все заплатим, чтобы все были счастливы, и сделаем все это по красоте, пройдем видеоверификацию, получим открытку, и чтобы этот человек был на связи,
Он говорит, а он всегда будет на связи. Ну, смотрите, гипотетически, конечно, он может умереть, но в целом он всегда будет на связи. Ну, Поэтому от этого мы давайте, никто не ребята, застрахованы, да. да, Вот. Но забил на и самом пишет, деле чтобы все было аккаунты, да, хорошо. должны как бы быть на живых людей, как бы, с которыми вы можете связаться, да, в случае Да, я каких-то знаю, что проблем, до потому сих пор что... есть люди, которые открывают на рисованные паспорта, на мертвых, там, я не знаю, мексиканцев, канадцев и американцев, в том числе на мертвых открывают. Вот. Все это, блин, чернуха, вы должны об этом знать. Вы знаете об этом с самого начала, и потом даже не плачетесь по группам, а что же мне Ну, на делать? самом деле, знаешь, есть еще категория людей, которые боятся спросить, как бы, да, как это все будет оформлено. Вот. А, Всегда ну, спрашивайте, как бы, да, что спрашивайте, вам да. дадут за те деньги, которые вы платите, да. И если вы изначально понимаете, что вам предлагают цену ниже рынка по каким-то причинам, да, то, соответственно, как бы надо узнать, Ну, почему как это бы какая-то продается хрень ниже там, рынка. наверное, закопана. Ну, вот я честно скажу, что у нас есть услуга, и я вам могу сказать ее цену, это стоит $1000, когда мы берем человека из Европы, абсолютно реального человека, который становится вашим представителем вашей компании, проходит всю верификацию, он реально живой, он с ним реально можно там через год созвониться, если он не помрет, но он не должен помереть. Вот, поэтому вот эта вот вся честная картина, да, он берет за это деньги, мы берем за это деньги, все за это берут деньги, но это честно и порядочно. То есть мы абсолютно честно говорим, что да, вот такая услуга есть. Если она вам надо, пожалуйста. Если хотите, мы можем там взять вашу сестру, брата, свата, друга, кого угодно, вот, бабушку даже. Есть бабушки, которые там просто могут посидеть перед камерой, поговорить. Без Да, проблем. почему нет, на самом деле, И абсолютно. Amazon это пропускает отлично. Бабушка, которая даже уже не ходит, но сидит в кресле, и она может что-то сказать, показать свой паспорт, отлично, все работает. Не-не, это на самом деле разумно, как бы, Да, потому просто что... нужно аккуратно к этому относиться. Ревью очень влияет на получение байбокс. Мне кажется, фидбэки влияют на байбокс, а ревью не очень. Ну, ревью это на товар, да, фидбэк это на продавца. Да. Вот, естественно, если у вас аккаунт как бы там с одной звездой, то как бы вы очень будете долго получать байбокс. Вот, поэтому следите за здоровьем аккаунта, это как бы ну, то, что Ну да. вам нужно как бы всегда следить. Вот это вот я не понял, на какое время продаж завозите сток. Это, наверное... Ну, это я понял, как бы. Так скажем, до того, как случился кризис в грузоперевозках, мы старались завозить достаточно часто и с небольшим запасом, в среднем где-то на 10-15 окей. дней Угу. товар мы завозили, но потому что у нас была возможность подвозить этот товар регулярно. Да, Угу. как бы у поставщика он всегда есть в наличии. Вот, И вы сейчас как бы зациклили этот процесс, да? да, и у нас цикл как бы постоянный, как бы там раз в неделю заказ, через неделю он на Амазоне, неделю он принимается, да, как бы и вот такой как бы вереницей он постоянно шел. Сейчас, к сожалению, как бы есть проблемы со стоками у поставщиков, поэтому стараемся брать как бы большими объемами. Если нет возможности отправить на Амазон сразу все, да, по каким-то причинам, там, допустим, все знают о том, что есть на аккаунтах лимиты, да, соответственно, как бы нет смысла забивать там каким-то товаром все свое инвентарь, да, чтобы потом ничего не завести другое. Поэтому разбиваем, что-то храним на препе, что-то отправляем как бы сразу. Вот. Но стараемся как бы оптимизировать сроки так, чтобы, в принципе, вкладываться в оборачивание средств 60-65 дней. Окей. У нас еще очень много вопросов, поэтому сейчас мы будем очень быстро на них отвечать. Постараемся крайне коротко. Надеюсь на понимание, но время тоже не резиновое, мы не можем тут провести весь день. Сделать выпуск о том, как оптимизировать налоги. Мы стараемся это сделать, но в каждом случае он очень индивидуальный, крайне индивидуальный. И даже среди амазонщиков есть очень много разных нюансов, о которых публично говорить не очень хочется, и ни один из наших CPA, который у нас есть в команде, не хочет говорить об этом публично, поэтому я пробовал, не получилось. Если вам нужно, индивидуальная консультация, $150, не разоритесь, и индивидуальный разбор именно вашей ситуации с составлением плана по налоговому планированию специально для вас. Да, на самом деле это как бы важно, потому что даже от страны вашего резидентства очень много Очень зависит, много как бы, чего что вы зависит. будете От делать. штата регистрации компании, от формы бизнеса, от ваших целей, потому что есть люди, которые хотят платить налоги много в США, у них свои есть цели, у вас могут быть свои цели. Очень много разных нюансов. Какая доля мульти-ченнел заказов по сравнению с Amazon каналом? Какой трафик используется для Shopify? Какая конверсия, рентабельность по сравнению с Amazon?
Коротко, пожалуйста. Ну, мы на самом деле не льем никакой трафик на Shopify. То, что есть естественный как бы продажи как бы на Shopify, окей. Мультиченнел не сильно как бы много заказов. Еще бывает у нас как бы там канал eBay, да, когда мы распродаем какие-то остатки с Амазона, которые почему-то зависли там наглухо, как бы не продаются. Иногда на eBay, кстати, удается продать дороже, чем на Amazon. Да, Вот. это... Поэтому прям какой-то большого объема этого нету, да, как бы мы не льем трафик лишний, потому что это дорого. Какой уровень стока в днях вы держите на FBA и какой на препе? Смотрите, как бы надо все считать, все зависит от того, как быстро Amazon принимает товары, да, как бы, ну, в принципе, смотрите, и в идеале, чтобы у вас было товара в среднем где-то на 30 дней как бы продаж. Ну, или вы могли это быстро, оперативно как бы купить и получить, вот, потому что меньше, наверное, Вы будет предлагали дешевле. бренду SEO-оптимизацию, запуск PPC за его счет с гарантией увеличения продаж? Ну, я боюсь, что вы не сможете такое гарантировать, да, как бы, и маловероятно, что кто-то согласится на это. Я думаю, что Но никто вы не можете согласится. попробовать за свой счет, как бы, если у вас получится, то можете попробовать это продать ему. Да, но я думаю, что вряд ли такое пройдет. Ну, я думаю, что да, как бы это Предложение миллион. маловероятное. Мне каждый день индусы пишут, что давайте я вам SEO, PPC, руководство. Да-да-да, у них это Как вы прям... думаете, у врача есть шанс как-то отличиться среди продавцов в сфере health на глазах бренда? Имею в виду, что врач знает продукт лучше всех и может разумно работать с негативными отзывами. Ну, я не уверен, как бы, что есть какой-то прям плюс, как бы, в этом. У вас, как врача, никто не знает, да, и, соответственно, Да. как-то подтвердить свою квалификацию вы там не сможете на Амазоне, поэтому... Но, что Что, хочу какой, сказать. Да, что-то говори. вы можете как бы отвечать как бы в своих как бы там ответах, когда покупатель задает какому-то товару, как бы, ну, это только так. Я не уверен, что это будет конверсия прям какой-то в плюс как бы именно продавцу. Если там, допустим, конкуренция, там 10 человек на листинге, да, то ваш ответ как бы не будет плюсом в Buybox. Но я что хочу сказать. Мы на прошлой неделе получили Amazon Influencer Program. И у нас сейчас мы делаем тесты с разными товарами, будем запускать на телеканалах. И вот одним из фишек, которые мы видим, что от инфлюенсера, это внизу, где видео вы можете размещать, но туда могут загружать только инфлюенсеры, по сути. Вот. Ну, или через бренд-регистри. Вот. Когда вы делаете от инфлюенсера, то есть если ответ на ваш вопрос про врача, если вы врач, то вы можете встать перед камерой, снять какую-то игру с товаром, Ты имеешь в виду Amazon Live? И загрузить это от инфлюенсера или через Amazon Live. Вот, мы сейчас это будем делать. Я думаю, что мы сделаем анонс немножко чуть позже. Вот, но мы сейчас уже тестируем, взяли несколько товаров для того, чтобы попробовать, как это будет действительно пушить продажи или не пушить. Но Amazon Influencer Program, это вообще, мне кажется, очень крутая история. Нет, это на самом деле очень интересная программа, как бы, поэтому если у вас есть свои товары именно под своей торговой маркой, я думаю, как бы это стоит попробовать. Ну вот, мы сейчас попробуем загрузить и потом поделимся обязательно во всех группах, как у нас это получилось. Какой план развития на 2022 год? Еще плюс миллион, правильно? Ну, хотелось бы в 2 раза увеличиться. Вот, надеемся, как бы, что это произойдет. Хорошо. По какому принципу лучше делать закупку с учетом тезисов? С одной стороны, хотим, чтобы товар не лежал больше 1 месяца, чтобы была good оборачиваемость. Б, с другой стороны, чем больше сток, тем больше вероятность получения лучше buy-box из-за геотаргетинга. Ну, тут надо как бы все смотреть как бы вместе, да, как бы и анализировать по каждому чуть ли не СКУ продажи, да. У нас есть как бы написано, вот, опять же, как бы на Google таблицах программка, которая делает АБЦ-анализ как бы продаж товара и считает, какое количество нужно стока держать там, допустим, на 30, на 60, на 90 дней. Да. Смотрите, Антон, вы вторую передачу Coca-Cola Products Placement делаете, да? А я красному стаканчику. Ты красному стаканчику. Да, такое есть. Это бесплатный Products Placement. Видите, когда ваш бренд... Давай я сделаю боржоми.
Вот, видите, когда Отличная ваш вода. бренд хотят держать в руках, когда вы его продали. Вот учитесь так же, как у Coca-Cola. То есть попробуйте сделать товар таким, чтобы его хотелось держать, чтобы он был притягательный, чтобы его даже такой неизвестный человек, как я, в прямом эфире, на 52 человека в эфире у нас сейчас смотрят, чтобы хотел он прям вот, знаете, порекламировать, а вы дальше побежите покупать Coca-Cola. Старайтесь, думайте, креативьте. Так, у нас еще сыпятся вопросы. Я думаю, что мы покажем 3 последних вопроса. Александр Шевченко, тебе нужно, я знаю, что это твой друг или знакомый, Знакомый, да, как бы. тебе нужно с ним хорошо пообщаться, потому что здесь очень много его вопросов, мы будем до вечера отвечать. Но и поэтому я показываю последние 3 вопроса. Кто в вашей команде ведет переговоры с брендами и поставщиками? Как у вас устроено вот это? То есть отдельные люди специальные или как у вас? Да, у меня один из партнеров как бы занимается этим направлением, да, как бы работает с поставщиками. Вот, он общается, как бы у нас есть коммерческий директор, который также с более крупными компаниями общается. Ну, и есть, так скажем, на стартовых моментах общаются девчонки у нас, 2 работают, ну, вот, которые как бы устанавливают первичный контакт. Опять же, все зависит от уровня компании, да, как бы, и с кем вы будете общаться, потому что, допустим, если вас говорят, что для того, чтобы с нами работать, надо пообщаться с нашим SEO, да, то, соответственно, глупо отправлять туда девочку, да, как бы должен общаться кто-то как бы из руководителей компании также. Посерьезнее. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам на обучение по опту? Уже действующий бизнес на опыте на Amazon. Хотелось бы перенять опыт у вас. Пишите в личку, опять же, как бы и во всем можно договориться. Во всем можно договориться. Алексей, видите, какой открытый человек, и сегодня уже 1,5 часа общается, пожалуйста, на любые вопросы, на любые темы. Ну, тогда последний вопрос. Есть ли у вас какой-то внешний трафик? Я думаю, что я расширю немножко вопрос. Откуда у вас трафик на Shopify? Откуда там продажи? То есть, есть ли у вас идеи или какие-то наработки по внешнему трафику на ваши товары? Ну, смотри, как бы самый простой способ, это как бы с чем хорошо работает Shopify, да, как бы это с Google шопингом. Ну вот, как бы это самый простой как бы вид трафика, который не сильно стоит каких-то больших денег, да, как бы, где вы можете получить недорогой трафик на Shopify. Но опять же, я говорю, для нас каналы продаж как бы товаров через Shopify не основные, да, как бы это просто то, что мы можем продавать благодаря того, что SEO-оптимизация, там, допустим, карточек товара на интернет-магазине, прописать там тайтлы более лучшим способом, чем это прописано на Амазоне. Вот, ну, прям вот в этом мы не убиваемся, да, как бы у нас нет задач как бы развивать именно как бы собственные интернет-магазины, потому что наша задача продавать это быстро, удобно, да, и Amazon для нас это как бы основной источник трафика и быстрых продаж. Вот, потому что когда вы начинаете усложнять как бы эту всю модель, она начинает где-то ломаться. Вот, потому что для того, чтобы работать с Shopify, вам нужен определенный штат как бы людей, определенные моменты с тем, как это все отправлять, да, как бы, потому что, допустим, вы можете, конечно, подвязать там через программы Shopify к своему складу на Амазоне, да, как бы, и автоматом фулфилмить ордера, как бы, которые пришли с Shopify, да, как бы, с Амазона. Вот. Но опять же, как бы, задачи вкладываться в развитие собственной, как бы, именно интернет-магазинов нету. Я думаю, что мы ответили на большую часть вопросов. Я думаю, что мы постарались ответить на эти вопросы честно, откровенно. Я в этом ни в коем случае не сомневаюсь. Алексей красавчик. Поэтому, Алексей, тут люди голосуют, конечно, начали уже произвольное голосование, кому отдать индивидуальную консультацию, но все-таки, наверное, вопрос за тобой. Какой вопрос тебе больше понравился? Я его еще раз сейчас выведу на экран из всего сегодняшнего разговора и скажем этому человеку спасибо, приходите. Ну, давай как бы так. Александру настойчивость? Ну да, давай с Александру за настойчивость. У него, мне кажется, больше всего было вопросов. Да, Александр, тогда у вас было много вопросов. Вот здесь вот еще один из вопросов, поэтому вам мы сегодня дадим за настойчивость, за
действительно широкие вопросы, серьезные вопросы, осмысленные вопросы. Вот. Ну и напоследок я, Алексей, попрошу ответить вот на этот вопрос, который я вывел на экран. Как можно выйти на description листингов, чтобы массово загрузить, например, на eBay? Вроде в стандартных репортах, Амазонах он не выдает эту инфу. Или выдает? Не знаю, честно говоря, как бы Это надо прям у нас нету как бы задачи, опять же, вот к чему я клоню, да, как бы у нас нет задачи как бы выгрузить все с Амазона на eBay, Shopify и там торговать. У нас есть задача как бы максимально продавать на Amazon. Вот, потому что мы используем эти все каналы как дополнительные, да, допустим, eBay мы используем в основном, чтобы продать либо какой-то неликвид, либо Amazon, допустим, бывает так, что блочит какие-то товары просто, как бы, да, потому что там, допустим, он считает, что их нельзя продавать на Амазоне. Вот, все, как бы, разговора никакого нету, да, как бы, если не получается решить, что можно их дальше продавать спокойно на Amazon, как бы, и eBay, значит, мы принимаем решение, что мы продаем их на eBay. Все, как бы распродали, забыли этот вопрос, как бы задачи прям построить бизнес на eBay у нас нет. Я понял. Это всего 5% как бы от рынка e-commerce, да, как бы в США, поэтому прям туда как бы нет смысла стремиться. Ну, согласен, да. Давайте тогда, наверное, на этом уже все закончим. Я что хочу сказать. И всем большое спасибо, кто сегодня к нам присутствовал, с нами присутствовал. Алексей, большое спасибо тебе за то, что ты пришел. Было очень интересно. И, как ты видишь, я пропустил еще половину вопросов, наверное, но я надеюсь, они все будут тебе заданы в личку. И спасибо большое за ту консультацию, которую мы сегодня разыграли. У нас через 2 дня большой вебинар про PPC, автоматизированная настройка или ручная настройка. Это будут ребята из Profit Wales, они открыли отдельную компанию, у них есть много чего делать, много чего расскажут, поэтому приходите через 2 дня, анонсы будут также во всех группах. А тебе, Алексей, еще раз большое спасибо, было очень круто, я надеюсь, что мы с тобой не в последний раз видимся. Ты, кстати, в Америку, да. Американская виза у тебя есть? Нет, вот хочу сделать. Вот, надо сделать. 1 марта начинается подача на H1B визу. От всех своих компаний можно подаваться, и если ты выиграешь, то просто бежишь к адвокату, и тебе все оформляется, все красиво, и можно это сделать, я этим занимаюсь, надо будет обращаться. Все, да, хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, да. Алексей. За столько времени, у нас почти 1,5 часа эфира. Мы вообще молодцы, и ты красавчик. Да, спасибо тебе тоже большое, как бы. Спасибо. Вот. Всем, да, удачи. Пока. Пока.